Всем привет, меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал Амигуруми игрушек и наволочек с 3D аппликациями. Это мастер-класс по вязанию вот такой наволочки с 3D привидением вампира. Как я уже говорила, в обзоре на эту наволочку звучит страшно привидение вампир, но выглядит мило. И судя по комментариям под тем видеообзором, вы со мной согласны, что, конечно же, меня очень обрадовало. Спасибо вам всем большое, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка. Такая наволочка получилась размером 35 на 35 сантиметров. Саму наволочку, как обычно, вяжем вот по этому мастер-классу, и внутреннюю подушку тоже можно создать по данному МК. Ссылочка на него в описании под этим видео. Свяжите две части наволочки, спинку и перед, но не соединяйте их, пока не пришьете 3D аппликацию, затем молнию. Как я пришиваю молнию, я показываю вот в этом мастер-классе. Ссылочка и на какой минуте смотреть, все указано под этим видео. Все необходимые материалы для вязания наволочки с 3D привидением вампира указаны в описании под этим видео. Желаю всем волшебного вязания крючком. Вяжем туловище и голову привидения одной деталью. Берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 2 прибавки подряд. Провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 4. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 4 столбика без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Провязали 3, 4, 5 ряды без изменения. Следующий ряд 6, и в этом ряду в начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. В конце ряда вяжем одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 6 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем так с 7 ряда по 9 ряд включительно. Провязали следующий ряд 10, и в этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 11, этот ряд вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 12. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. С 13 ряда по 16 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 17, и в этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Убавку здесь можно вязать за обе стеночки петель. То есть вводим крючок в одну петлю, протягиваем рабочую нить,
заводим крючок в следующую петлю, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем вместе. И повторяем такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. С 18 ряда по 20 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 21. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 8. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. С 22 по 24 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 25. В начале этого ряда вяжем 1 убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в конце ряда тоже вяжем 1 убавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 26. И в этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 27. В этом ряду вяжем 12 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. С 28 ряда по 33 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 34. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И вяжем так с 35 ряда по 37 ряд включительно. Провязали. Следующий ряд 38. И в этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Далее вяжем еще раз такую же комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. Далее вяжем 1 прибавку, 1 столбик без накида, 1 прибавку
и еще один столбик без накида. Итоговое количество петель в 38 ряду у нас должно получиться 20. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. С 39 ряда по 41 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 42 и в этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида, далее вяжем 1 убавку, далее вяжем 1 столбик без накида и еще 1 убавку. У нас сегодня за окном льет дождь, гром громыхает. Итак, далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. Далее вяжем 1 убавку, 1 столбик без накида, еще 1 убавку и 1 столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Итоговое количество петель в 42 ряду у нас должно получиться 16. Следующий ряд 43 и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем 1 убавку и так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 44. В этом ряду вяжем 6 убавок подряд. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 6. Провязали, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее сделаем обвязку по всему краю столбиками без накида. А вот в этом крае, когда мы до этого края дойдем, я вам покажу, как здесь вязать. Здесь мы провяжем 2 убавки, чтобы туловище немножечко было с наклоном. Итак, вяжем обвязку, вяжем столбики без накида. Итак, я сделала обвязку, дошла вот до этого нижнего края, завернула слегка и еще вот по этому краю провяжу 2 столбика без накида и далее сделаем, провяжем 2, а может быть даже и 3 убавки. Сейчас посмотрим. Итак, вяжу 1 столбик без накида, далее 2 и нет, наверное, не 2, а все-таки провяжем 3 столбика без накида и далее уже вяжем убавку. Ё-моё, вы это слышали? Так у нас гром гремит. Итак, далее вяжем 2 убавку и смотрим, что у нас получилось. Так, давайте провяжем, наверное, еще. Я на той части, которую первую часть я вязала, не помню, сколько я делала в этом месте убавок. Сейчас будем ориентироваться, как говорится, по месту. Ну да, вот 3 убавочки. Будет хорошо. 3 убавки провязали и далее до конца вяжем обвязку столбиками без накида. Так, что у нас тут получилось? Вот так вот сейчас приложу.
Вот, и получится у нас такое туловище с легким наклоном. Но когда еще пришьется к наволочке, более заметный будет наклон. Заканчиваем обвязку соединительной петлей. Рабочую нить протягиваем и оставляем ее, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Туловище и голова приведения готово. Далее свяжем ручки. Берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее новый ряд можно отметить маркером. Это мы с вами провязали первый ряд. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 5 прибавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали. Следующие 2 ряда, третий и четвертый, вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд пятый, и в этом ряду в начале ряда в одну петлю провяжем 2 столбика с одним накидом. Делаем накид и вяжем 1 столбик с одним накидом, накид, и туда же вяжем второй столбик с одним накидом. Далее до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 11. Для чего мы в начале ряда провязали в одну петлю 2 столбика с одним накидом? Для того, чтобы сделать такой вот легкий намек на пальчик. Провязали, новый ряд отмечаем маркером. Следующий ряд шестой, и в начале этого ряда провяжем одну убавку. Здесь убавку можно вязать за передние стенки двух петель. Провязали, и до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. Итоговое количество петель в шестом ряду у нас должно получиться 10. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд седьмой. В этом ряду вяжем так. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем одну убавку. И такую комбинацию повторим еще один раз. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 8. Следующие 8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. С 8 ряда по 15 ряд включительно. Ручку наполнителем не наполняем. Провязали, маркер можно снять. Я провяжу еще дополнительно 2 столбика без накида. Вы же смотрите по своему вязанию, возможно, это вам не придется делать, а возможно, вам
нужно будет провязать всего лишь один столбик без накида. Для чего я это сделаю? Для того, чтобы сложить вот так наше вязание пополам, и оно все равномерно сложилось, чтобы ручку не скрутило. Потому что вот эти два ряда мы сейчас провяжем вместе 3 столбиками без накида. Так, первый столбик без накида, далее вяжем второй столбик без накида и крайний столбик, третий, провяжем крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратным. Заводим крючок в петли, которые находятся друг напротив друга, протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в петлю в крайнюю, беспарную, и сквозь нее тоже нужно будет протянуть рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем так, чтобы нам хватило этой нити пришить ручку к туловищу и к наволочке. И еще, чтобы это было удобно сделать. То есть вытянем так подлиннее. Итак, одна ручка у нас готова. Вторую ручку вяжем точно так же. Далее свяжем плащ. Начнем вязание с воротника. Берем плюшевую пряжу черного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Это мы с вами провязали первый ряд. Далее вяжем второй ряд. Вяжем одну прибавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В этом ряду у нас должно получиться итоговое количество петель 2. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем 2 прибавки подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 4. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд четвертый. В начале этого ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И в конце ряда вяжем одну прибавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Итоговое количество петель в четвертом ряду должно получиться 6. Следующий ряд пятый. В начале этого ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем одну прибавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Итоговое количество петель в пятом ряду должно получиться 8. Следующий ряд шестой. Вяжем в начале ряда одну прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем одну прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 10. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд седьмой. В начале ряда также вяжем одну прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. В конце ряда вяжем одну прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Воздушная петля. Далее сделаем обвязку по вот этому вот краю, по этому и вот по этому, столбиками без накида. А вот на этом уголочке мы провяжем за стеночку петли 2 столбика без накида, чтобы тут ничего не стянуть, не закруглить, чтобы также было все заостренно. Итак, вяжем до уголочка обвязку по краю столбиками без накида. Так, на уголочке вяжем за стеночку петли
2 столбика без накида. И далее продолжаем обвязку столбиками без накида. Провязали. Далее рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик немножечко вот так вот подлиннее, сантиметров 5-7, чтобы потом этот хвостик пряжи освободить от плюша. И когда мы будем воротничок пришивать к наволочке, то потом этот хвостик с внутренней стороны наволочки мы спрячем вовнутрь аппликации. Так будет лучше, чем прятать его где-то здесь в воротничке. И так будет достаточно того, что в воротничке надо будет спрятать вот этот вот хвостик, протянуть здесь сквозь стеночки обвязки. И потом окончательно конечный хвостик можно еще зафиксировать горячим клеем. Пока этот хвостик оставлю так, горячим клеем я уже это сделаю все в самом конце. И еще вот этот вот хвостик нам понадобится в качестве ориентира. Когда будем пришивать, я вам покажу, и вы поймете, какой он будет у нас, каким он будет у нас ориентиром. Итак, воротничок мы связали, но это только одна часть. Нам понадобится еще одна точно такая же часть. Так что вяжем точно так же вторую такую часть. Далее вяжем сам плащ. Берем плюшевую пряжу черного цвета, основной крючок, набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 1 прибавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Итоговое количество петель у нас должно получиться 2. Следующий ряд третий. Вяжем в этом ряду 2 прибавки подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 4. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд четвертый. В начале этого ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. В конце ряда вяжем 1 прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд пятый. Вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем 1 прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 8. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд шестой. В начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем 1 прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 10. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд седьмой. В начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. В конце ряда вяжем 1 прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. С 8 ряда по 10 ряд включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание.
Провязали следующий ряд 11. В начале этого ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. В конце ряда вяжем одну прибавку. Итоговое количество петель в 11 ряду должно получиться 14. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие два ряда, 12 и 13, вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 14, и здесь мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 15. В начале этого ряда за обе стеночки петель провязываем одну убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем еще одну убавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 16, и здесь мы вяжем 2 убавки подряд. Одна убавка и вторая убавка. Воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем одну убавку. Провязали. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Далее сделаем обвязку. Вот здесь мы сделаем столбиками без накида, а здесь у нас будет комбинация. Будем вязать один столбик с одним накидом, далее будем вязать один полустолбик с одним накидом и 2 столбика без накида. Провяжем тут, наверное, где-то 3 раза такую комбинацию. Так, и далее здесь мы сделаем обвязку столбиками без накида. Итак, вяжем один столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый. И здесь у нас были непровязанными остались 8 петель в 14 ряду. Вяжем их тоже, и получается с этой точки до этой точки всего у нас будет 13 столбиков без накида. Провязали. Далее делаем накид, вяжем один столбик с одним накидом. Далее накид, вяжем один полустолбик с одним накидом. И далее вяжем 2 столбика без накида. Это мы делаем для того, чтобы нижний край плаща был более такой волнистый. Итак, накид, вяжем один столбик с одним накидом, накид, вяжем один полустолбик с одним накидом. Далее вяжем 2 столбика без накида. Накид, один столбик с одним накидом, накид, один полустолбик с одним накидом, 2 столбика без накида. И повторим такую комбинацию еще один раз. Один столбик с одним накидом, один полустолбик с одним накидом. И вот сюда вот в уголочек, в крайнюю петелечку мы провяжем 2 столбика без накида. И далее поднимемся по этому краю до этой точки, сделаем обвязку столбиками без накида.
Заканчиваем обвязку соединительной петлей, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик чуточку подлиннее, так же как на воротничке. Этот хвостик мы протягиваем сквозь столбики обвязки, и далее можно будет окончательно его зафиксировать горячим клеем и окончательно спрятать, чтобы его совсем не было видно. Одну такую часть связали, вяжем точно такую же вторую часть. Фиксация глазок. Фиксируем глазки между 10 и 11 рядами, если считать вот отсюда. Считаем даже ряд обвязки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и далее идет 10, 11. На расстоянии друг от друга 5-6 столбиков. И далее, после того, как зафиксировали заглушками вот эти вот ножки глазок, я рекомендую сгладить огнем. Это как бы даст и гарантированную фиксацию глаз, и сглаживание вот этих вот ножек. Все-таки эта же аппликация будет находиться на наволочке, на подушке, и вот такие вот острые кончики нежелательны. И вот так вот припаливаем огнем. Только будьте осторожны при работе с огнем. И сразу же придавливаем такими вот круговыми движениями. Все. И далее аппликацию пришиваем к передней части наволочки. Фиксируем основную деталь аппликации, туловище и голову, большими иглами или булавками к передней части наволочки. И смотрим, чтобы было одинаковое расстояние сверху, одинаковое расстояние снизу и по бокам. Далее берем иглу с прочной неплюшевой пряжей и пришиваем таким образом, подхватывая петлю аппликации и столбик наволочки. Только столбик наволочки мы захватываем не вот так вот полностью, а заводим иглу в середину столбика, захватив две стеночки этого столбика. Вот так, вот таким вот образом. Если захватить целый столбик, то можно так стянуть, что потом тут образуется ненужное отверстие. Поэтому лучше иглу заводить в середину столбика наволочки, подхватив две стеночки. И подхватываем петлю аппликации, петлю обвязки. Да, и фиксируем аппликацию так, чтобы края обвязки, вот эти вот края, хорошо были видны. Вот в этом месте вот так вот можно здесь согнуть все, и тогда хорошо выворачиваются эти края, и так будет удобнее пришивать. Будет хорошо просматриваться контур. Так, здесь мы пришиваем с легким таким наклоном. В сторону у нас идет аппликация. И в процессе пришивания аппликации передней части наволочки наполняем наполнителем. Наполняем не сильно плотно. Итак, туловище и голова полностью пришита. Вот как это выглядит. Обратите внимание на туловище. С этой стороны более такой выпуклый бок получается, а здесь более плавно и уходит вот в эту сторону. Далее пришьем ручки. Пришьем так, чтобы они у нас были в приподнятом положении. Вот таким вот образом плотно пришиваем вот в этих вот местах к туловищу. Вот так вот. Итак, ручки пришиты, все хвостики
Пряжу мы протягиваем на внутреннюю сторону наволочки и фиксируем их на задних стеночках любых подходящих столбиков. Или же, вот, допустим, в этот раз вот между этими двумя хвостиками пряжи нету здесь никакой стеночки столбиков. Я просто их между собой вот так завяжу, и это будет достаточно. И все эти хвостики прячем вовнутрь. Лишнее еще можно отрезать. Итак, ручки пришиты, далее пришьем воротничок. Это у нас две детальки. Прикладываем таким образом. Вот эти вот хвостики конечные, это у нас будут ориентиры. Итак, прикладываем так, чтобы они были сверху. Вот. И вот эта вот часть плотно прилегала к голове, к щечкам. Вот так вот. Вот так мы их пришьем, и вот так они должны у нас выглядеть. Пришиваем неплюшевой пряжей черного цвета. И начнем с основания шеи. Итак, одна сторона воротничка у нас пришита ровно по контуру щечки. Все хвостики нитей протягиваем на внутреннюю сторону, расслаиваем на равные части и одну часть хвостика протягиваем за заднюю стеночку любого подходящего столбика и далее потом завязываем на узелочки. И конечный хвостик пряжи воротничка его тоже протягиваем на заднюю сторону, и все так же делаем, находим заднюю стеночку петли. Я уже это сделала, мне осталось только завязать на узелочки. Итак, с одной стороны воротничок пришит, со второй стороны пришиваем точно так же. Я пока этого делать не буду, а пришью нижнюю часть плаща тоже с этой стороны. Прикладываем эту часть также, чтобы конечный хвостик пряжи был наверху. Так. И теперь берем неплюшевую черную пряжу, иглу. Вот этот вот уголочек нижней части плаща должен плотно прилегать вот в этом месте к уголочку воротничка, чтобы никаких зазоров не было. Вот так вот прикладываем и будем пришивать. Так, сейчас я заведу иглу с внутренней стороны, чтобы хвостик нити сразу там уже оказался. Все, вот так. Итак, с одной стороны все части плаща полностью пришиты, со второй стороны делаем то же самое и следим за тем, чтобы все это было на одном уровне. И вот так выглядит наша аппликация на данном этапе. Далее вышьем контур глаз. Сделаем это не плюшевой черной пряжей и иглой с большим ушком. Вышивать будем пунктирными линиями. Иглу лучше завести сразу с внутренней стороны, чтобы конечный хвостик там оказался, чтобы потом его не протягивать. И немножечко, буквально на 1–1,5 столбика в сторону от глаза выводим эту иглу. Здесь смотрим, чтобы оставался небольшой хвостик. И теперь
Вышиваем пунктирными линиями в одну сторону и потом в обратную сторону, так, чтобы эти пунктирные линии потом превратились у нас в сплошную линию. Делаем такие черточки. И теперь вот возвращаемся. Вот таким вот образом. Вот так. Сильно не затягиваем, чтобы нить сильно не утонула в вязании. И теперь поднимаемся наверх. Здесь мы слегка... да, и вот тут вот от этого глазика черненького мы поднимаемся на пол рядочка. Ну да, вот так вот. Здесь нужно будет нам спуститься теперь вот к началу вышивания контура глаз. Плавненько нам нужно это сделать. Так, вот в этом месте я прошила за кадром, потому что тут нужно было очень аккуратненько завернуть, и мне это было неудобно делать под камерой телефона, поэтому я это сделала за кадром, чтобы сделать точный плавный переход в заворот. Так, и заканчиваем, выводя иглу на внутреннюю сторону к первому хвостику. Вышиваем такой же контур и на втором глазу. И далее сделаем утяжку лица. С одной стороны я уже это сделала. Сейчас покажу, как это делается на второй стороне лица привидения. Берем иглу и неплюшевую белую пряжу. Сделаем утяжку по верхнему краю глаза и по нижнему. Заводим иглу не совсем посерединочке, а чуть-чуть в сторону, ближе к глазу, на котором мы будем делать утяжку. И выводим под глазом, внутри контура. Здесь оставляем небольшой хвостик. Далее захватываем где-то 2 столбика и выводим иглу к первому хвостику. Далее это у нас утяжка по нижнему краю. Далее сделаем утяжку по верхнему краю глаза. Также заводим иглу в углубление в районе ротика и выводим над глазом, захватывая 2 столбика, заводим иглу и выводим к хвостику пряжи начальному. Далее лишнее можно отрезать у нитей. И все хорошенечко подтянем, завяжем на узелочки.
Далее вышьем шрамик. Если он кого-то смущает, то его можно, конечно же, не вышивать. И осталась самая малость вышить вторую сторону вот этой вот улыбочки и второй вот такой вот клык. Вообще я вышивала боковую улыбочку, и у меня чисто случайно из улыбочки превратилась вот такой вот улыбочка превратилась вот в такой клык. Я хотела сделать вот такую вот верхнюю полосочку, и по нижнему краю я хотела сделать такой полуовальчик улыбки. Но вот в этом крае у меня пошло что-то не так. Заводила иглу здесь, когда подтянула, у меня вот эта вот нить, она как-то подтянулась вот к этой нити, и образовался вот такое вот что-то похожее на клычок. И поэтому я решила здесь тоже эту полосочку продолжить улыбочку и вышить клык. Поэтому у меня получается все это отдельными нитями. Итак, покажу, как вышивать. Одна сторона вышита, теперь вышьем вторую и покажу, как я это делала. Заводим с внутренней стороны иглу и выведем вот здесь вот с серединочки, прям рядышком с этой улыбочкой. Вот так вот. Вышиваем улыбочку и теперь вот в этом месте выведем иглу. Так, смотрим, чтобы все это было равномерно. И теперь нам нужно спуститься сюда. И сделаем это так. Вот так вот захватим нить. Так, и теперь здесь спустимся. Здесь мы делаем захват с внутренней стороны одной из стеночек или пару стеночек столбика, чтобы на ней зафиксировать нить. Так, делаем теперь с наружной стороны обхват этих стеночек. Вот так. И теперь поднимаемся наверх, не под этой нитью, а сверху, вот так вот. И выведем иглу сюда на внутреннюю сторону. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наволочка полностью готова. В начале этого видео мастер-класса я говорила, в каких мастер-классах посмотреть, как создается сама наволочка перед и спинка. Там же, в этом же мастер-классе, можно посмотреть, как соединяются эти две части между собой. И еще я говорила о том, в каком мастер-классе и на какой минуте посмотреть, как пришивается молния. Все эти ссылочки на те видео-мастер-классы указаны в описании под этим видео. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео-мастер-классов. Всем пока-пока!